Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Оля, добро пожаловать на мой канал. У меня сейчас, знаете, как в квартире ремонт бывает, так у меня на канале ремонт, поэтому не обращайте внимания на то, что я никак себе не представляю, никак себя не позиционирую. До этого у меня был слоган очень классный, но, видимо, не только, в смысле, только я считала, что он очень классный, и еще там 3 коллеги. Вот. Очень многих он отталкивал, вот поэтому было принято мною волевое решение переименовать канал и, соответственно, с новым названием начать. А для нового названия теперь нужен новый какой-то слоган, что-то говорить надо. Приветственное такое. Ну, как мне кажется, я могу, в принципе, всегда говорить всем привет, меня зовут Оля, добро пожаловать на мой канал, и как бы точка. Но это, мне кажется, ни о чем. Вот, например, Егор Андрюшин говорит, что добро пожаловать на мой неистовый канал. Андрей Петров говорит, добро пожаловать на мой любимый YouTube канал. Еще там разные другие блогеры еще что-то свое говорят. А я что? Здравствуйте, меня зовут Оля, добро пожаловать на мой канал. Надо что-то придумать. И мое текущее название, оно тоже как бы не вызывает у меня щенячьего какого-то писка, визга и восторга. И, собственно, мои такие ощущения подтверждает опрос, который я провела во вкладке «Сообщество» на своем канале. Вот, вы, кстати, знали о том, что существует такая классная вкладочка «Сообщество», где можно опросики проводить, анонсировать новые видео, либо напоминать постфактум людям о том, что у меня вышло новое видео. Вот, значит, это по поводу приветствия, все, что я хотела сказать. Теперь по поводу благодарности. Я хочу сказать спасибо за то, что вы меня смотрите. Большое вам спасибо. Смотрите чаще, смотрите больше, смотрите еще там как-нибудь. Хочу попросить, если вам нравится вообще, что я делаю, разослать ссылочку на мой канал в мессенджерах, например. Ну, кому-нибудь отправьте, потому что мне нужно увеличивать аудиторию, а она у меня очень медленно увеличивается. Она, конечно, увеличивается, я ничего не говорю, но она увеличивается настолько медленно, что это практически, знаете, как гусеница ползет, еле-еле душа в теле. А я человек экспрессивный, мне нужны какие-то взлеты, падения, взлеты, падения, взлеты, падения. Ну, желательно, конечно, без падений. Вот, ну как-то хочется поактивнее. Я с таким, ну как сказать, я с такой активностью делаю контент, и что я получаю в ответ? Такое пу, пу. Да, что надо вот так вот прислушаться и приглядеться, чтобы увидеть этот самый рост моего канала и какое-то развитие. Вот, ну, в общем, ребята, да, если кто-то может, помогите, пожалуйста, информационно. Вот. Так, значит, теперь по поводу шапки в профиле. Я, конечно, ее сварганила сама, та, которая есть сейчас. Напоминаю, что у меня есть моя подружка и по совместительству одноклассница моей сестры. Ее зовут Наташа, вы могли ее, в принципе, видеть на моем канале. Вот, она уже была гостьей. Наташа интересна на данный момент мне тем, ну, кроме всего прочего, что она умеет делать что-то в фотошопе, там еще в каких-то программах, там Corel Draw, я вообще, короче, в них не разбираюсь, что к чему и как. Я сколько пыталась, я захожу, я понимаю, что это такой темный лес, что как бы я не хочу в него заходить. Она мне вроде как обещала помочь с шапкой в профиле. Вот, конечно, большой вопрос, что в ней писать. Я уже говорила о том, что есть такой Канаден. Да, я считаю, что это вот хуже, как сказать, бренда не придумать. Канаден. Что, блядь, какой Канаден? Это вообще к чему? Вот, ну, у каждого свои какие-то, знаете, понимания, что такое круто. Вот, по мне, Канаден это зашквар и вообще ужасно. Но тем не менее, значит, Канаден это человек, значит, Коно это Коновалов, Дэн это Денис. Вместе, дорогие друзья, получается Канаден, Коновалов, Денис. Вот такая вот интересная, вот такой ход. И Канаден, и Канаден. Так вот, Канаден рекомендует
дает рекомендации, даже я бы так сказала, по поводу того, как должна выглядеть эта шапка. Но там много текста, а толку я особо не поняла, что писать. Поэтому я сделала, сейчас вам покажу макет. Профессиональный дизайнер Ольга Можайцева сделала макет, который у вас сейчас все равно будет отзеркален. Это, как сказать, виден. Но тем не менее, вот я нарисовала, как я это вижу на данный момент. Вот, значит, у меня будет название мое написано, под ним будет написано «Монологи и диалоги». То есть, вы же понимаете, что на своем канале у меня либо монолог, либо диалог. Либо я кого-то приглашаю, либо никого я не приглашаю, справляюсь с собственными силами, так сказать, устраиваем спектакль, театр одного актера. Вот, и теперь у меня на шапочке будет вот это написано. Еще будет написано «Подписывайтесь». Вот, но это я так, знаете, на всякий случай придумала. Не знаю, может, это и не надо. И моя фотография. Вот, что будет сейчас в шапке профиля. Дальше. Значит, сейчас у меня ковид, да, кто регулярно смотрит мои видосы, те знают, что у меня ковид. А еще у меня гипс. Сука. И я должна ездить с этим гипсом на перевязке, а в воскресенье, то есть сегодня понедельник, в воскресенье мне должны вообще снять швы. Соответственно, возникает вопрос, каким образом я могу соблюдать режим самоизоляции и ездить в травмпункт на перевязке. Вот разгадайте, пожалуйста, этот ребус, дорогие друзья. Кстати, у меня, походу, от ебучего этого ковида сухость во рту, видите, я говорю, мне немножко трудно, потому что сухость во рту. Так вот, значит, я решения этого вопроса не вижу. Мне обещали, что мне позвонит доктор вчера, он не позвонил. Мне обещали, что сегодня мне позвонит доктор, он снова не позвонил. Точнее, нет, как бы терапевт из поликлиники мне не позвонил, хотя обещали и вчера, и сегодня. Зачем терапевт? Потому что, ну, как бы кто знает, да, квест как пройти, чтобы попасть к хирургу, сначала надо пройти терапевта. Соответственно, я там бомблю просто звонками эти всякие регистратуры и прочие поликлиники, чтобы мне прислали терапевта. Ну, как бы терапевт — это первый шаг к хирургу. Мне надо все это успеть, знаете, за неделю, потому что ходить со швами дольше, чем мне рекомендовали доктора, ну, как-то creepy, как-то стрёмно. Вот, и сегодня мне позвонили из травмы. Вы знаете, они названивают, что-то говорят, там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, а какого-то вот конкретного, то, что завтра там 8:30, там, не знаю, 9:30, 10:30 к вам придет доктор и сделает вам там перевязку, например, мне перевязки нужны. Вот, ну ладно, как бы у меня ситуация такая, что там, в принципе, можем сами перевязки сделать своими силами, не так уж там и сложно, ничего там кровью я не изливаюсь, не обливаюсь. Вот, то есть шов хороший, тьфу-тьфу-тьфу, все нормально. Вот. Но, извините, сука, снять швы я как бы самостоятельно точно не могу, и моя мама на это, ну, тоже как бы не подпишется, зачем это надо. Да им вообще, мы не хотим сами это делать. Есть доктор специальный, который как бы должен, как мне кажется, ну, в общем, ситуация пиздец. То есть, если бы у меня было просто 2 недели самоизоляции, окей, да, сидим, короче, такие, типа, мы вот на самоизоляции. Либо, если бы не было у меня ебучего ковида, и был бы просто мой этот разрыв ахиллова сухожилия. Ну, и лежала бы я, ездила бы на перевязки там или как-то. Вот, и когда в день снятия швов я бы приехала, и мне бы сняли швы. А сейчас, ну, как бы вот так вот мне Бог послал такое испытание, что... Вот так вот у меня все вместе, причем вместе несочетаемо. Вот, не подходят эти два заболевания друг к другу совершенно, не смотрятся вместе даже. Вот, значит, и еще я в надежде, что мне позвонит нужный доктор. Я, сука, включила звук на телефоне. Господи, это называется никогда в жизни не включайте звук на телефоне. 21 век, телефон уже, это, знаете, атовизм. Вот, поэтому до свидания телефон, и его функция позвонить, в общем... Ну, только для спамеров. Вот она для спамеров, для всяких там эти «Здравствуйте, фиксирую информацию, по вашей банковской карте произошла...» Да, что-то мне кто-то прислал, да.
В общем, фиксирую информацию, и вот эта вот вся хуйня, когда звонят заключенные всяким людям и говорят, что у них там списание с карты. Подскажите, пожалуйста, вы отправляли 5 минут назад Ивану Ивановичу Иванову 25 тысяч рублей? Нет, не отправлял. Тогда сейчас мы с вами сверим информацию. Назовите, пожалуйста, трехзначный код на оборотной стороне вашего, блядь, банковского продукта. Кто смотрел эти видосы, поднимите руку. В общем, они такие классные, прикольные, необычные. Так вот, я, значит, включила этот звук. И вот, блядь, я учитываю, что ложусь в 3 часа ночи. И вот, блядь, с 9 утра звонят. Первый раз я честно сказать, даже не поняла, что произошло. Я просто его сбросила, потому что для меня это такой шок. Я как бы человек, значит, сейчас будет такая минутка хвастовства. Как бы у меня очень много в жизни чего не так, да. Ну, давайте с базового начнем. Я не реализована профессионально, и у меня нет любимого человека, вот. Давайте вот это сразу запомним, но при этом я хочу сейчас похвастаться, то, что я имею, сука, возможность спать сколько хочу, и подъем по будильнику для меня это редкое явление, когда, ну, действительно это необходимо, и я с вечера, я уже настраиваюсь на то, что, ага, завтра мне вставать по будильнику, вот, а поскольку сегодня, точнее, вчера никакого такого настроя не было, я, если честно, вообще не поняла, что происходит, я просто тупо либо я ничего не делала, либо я кого-то отключила там каким-то этими легким движением руки. Нижней кнопочкой громкости, по-моему, это я сделала. Вот, потом, значит, проходит, наверное, час, опять звонят. Спрашивают: здравствуйте, Ольга Сергеевна, как вы себя чувствуете? У вас там то нос заложен, кашель есть, там мокрота отходит, 300 вопросов, короче. По сравнению со вчерашним днем лучше себя чувствуете? Господи, я должна отвечать на эти ебанутые вопросы, блядь, в 10 утра, когда просто, ну, вообще, как бы, пиздец. Вот, значит, вот такая вот история со швами, с ковидом, с чем там еще... со швами и с ковидом, вот. Ну, я продолжаю быть в гипсе. Интересно, вам будет видно? Нет, так не смогу, наверное, ногу поднять. Нет, смогу, видите, какая я гибкая. Вот вам моя пятка, вот вам мой гипс, смотрите, пожалуйста. Вот, и тут, значит, ну, то есть есть вероятность, то, что вот эти вот все созвоны бесконечные, то, что я им звоню, то, что они мне поликлиники, травмпункты, кстати, в скорую звонили, они там все что-то там обещают, друг на друга перекидывают, кто-то друг на друга перекидывает, кто-то что-то обещает, но как бы настроение, атмосфера такая, что как бы к воскресенью, несмотря на то, что сегодня... Подождите, сегодня не понедельник, сегодня уже вторник. Вот, я путаюсь в днях вообще со страшной силой. Потому что, ну, ничего не происходит, я все время лежу в кровати с компом и иногда сплю. Ну, в смысле, ночью. Ну, короче, да, вот все идет к тому, что до воскресенья я не найду себе никакого врача. И очень большой вопрос, блядь, кто мне будет снимать швы? Вот, и тут мои мамочки... приходит в голову идея написать, позвонить, связаться с врачом, ну, скажем так, немножко, чуть-чуть, самое вот прям совсем капельку по знакомству. Это тот врач, собственно, который делал мне операцию. Вот, в связи с тем, что я попросила во время операции, у меня была, напоминаю, спинальная анестезия, я была в сознании, все видела, слышала и общалась с анестезиологом. И кто посмотрел... тот выпуск, где я подробно об этом рассказываю, знает, что я взяла у него интервью. Вот, но как бы оно не было заснято, потому что в операционной нельзя снимать, но так я его прям допросила с пристрастием. Вот. Но у нас была договоренность, что я ему задаю вопрос, он отвечает, как бы все было ок. Вот, и я попросила его сфотографировать, что мне там режут. Вот, он мне сфотографировал это и прислал на WhatsApp, соответственно, что? А вот что у меня его есть номер. Вот такая вот история. Я ему сегодня написала. Он мне дал контакты вот этого врача, который делал мне операцию. Я подумала, что нет ничего лучше, когда тебе снимают швы, тот врач, который делал операцию, который эти швы накладывал. Логично? Логично. Логика. Логика, немного логики. Сложно так выговорить. Немного логики.
логики немного. Так вот. Ну, еще надо заметить, как бы обязательно очень важный момент, что я несколько дней уже не моюсь, хожу свиньей, потому что, блядь, сука, с гипсом я, по-моему, вообще буду мыться раз в неделю. Вот, дальше. Сейчас, ну, из-за того, что мне особо делать нечего, я каким-то образом, ну, так или иначе, работаю над развитием своего канала. Что я делаю? Я ищу людей, у которых есть уже канал, блогеров, вот, чтобы с ними вступить во что? В коллаборацию, совершенно верно. И я очень часто встречаю отказ. Но когда у меня было название немного психбольна, я еще могла это понять. Но сейчас, сука, они мне продолжают отказывать, уже когда я убрала про психбольна. Все успокойтесь, псих здоровая, окей? Окей. Вот, если бы, называете, я бы вам этого не сказала, вы бы никогда не догадались. Ну, но это не точно. Вот. И у меня идут отказы, игноры всякие, там, типа, сначала человек пишет, о, да, давайте, там, интересно, ну, потому что я пишу, там, типа, здравствуйте, меня зовут Оля, у меня YouTube-канал, как вы насчет коллаборации, там, трали-вали, человек пишет, ну, давайте попробуем, давайте посмотрим, да-да-да-да, вот, и потом на определенном этапе возникает такая тишина, и ты понимаешь, что это тишина, я понимаю, что эта тишина, это значит большими красными буквами вот так написано «Нет, неинтересно, ваш канал говно, Ольга Сергеевна, и сами вы тоже недалеко ушли». Как я сказала, смешно. Вот. Поэтому отказы – это сейчас вот то, что сопровождает мою жизнь. Вот, отказывают мне, все отказывают, игнорят, травму покинутости, травму отверженности, бередят мою рану отверженности и покинутости. Вот, я очень озабочена развитием канала. Мне надо набрать 1500 подписчиков для того, чтобы подать заявку в партнерку Air. Это, ну, в общем, это не важно на самом деле, но мне нужны, типа, еще всего лишь там 400 человек. Вот, у меня сейчас 1100 подписчиков. Вот, напоминаю, 900 из них накручено. Поэтому, по-честному, у меня только 200. Вот, но, тем не менее, как бы цифра остается цифрой. Вот, так, значит, теперь социальный, сука, мониторинг. Это вообще пиздец. Вы знаете, что это такое? Я тоже, блядь, не знала, сейчас вам расскажу. Когда ко мне приезжали какие-то доктора, блядь, их столько приезжало, я уже в них запуталась. Какие-то приезжали, начали, блядь, меня фоткать, говорить, что я должна установить какое-то, блядь, ебучее приложение на свой телефон. Я говорю, а если бы у меня не было смартфона, тогда вы бы писали какие-то там объяснения куда-то, сюда-то, туда-то. Вот, короче, блядь, я должна, и реально они мне присылают задание, ну не задание, в общем, я сделала это ебучее приложение, хотя это противоречит вообще всему у меня внутри, и меня это бесит, какого хуя я должна, блядь, перед ними отчитываться, пошли все куда подальше. В общем, они присылают, типа, Ольга Сергеевна, там, типа, пришлите фотографию. В общем, они в мой телефон вместе с этим приложением поселили какой-то там, хуй знает что, датчик или что, который как бы мониторит, где я нахожусь, вот. Помимо, ну, как бы все же понимают, что я могу телефон дома оставить и сама учесать, поэтому каждые, сука, 2 часа, по-моему, я не знаю сколько, ну, по-моему, каждые 2 часа, они мне присылают, чтобы я им прислала фотографию, что, типа, я нахожусь там-то, там-то. Вот. Хитро так все придумали, ну, то есть, как бы, молодцы в том плане, что русский народ, то он, как бы, очень изобретательный, они предусмотрели все вот какие идеи, которые я в голове перебрала, они все сразу, типа, пресекаются. Вот. Еще хотела поделиться с вами такой вот вещью. Знаете, вот есть люди, которые... с ними общаешься, и они все время там, ой, блядь, у меня вот такая проблема, у меня такая проблема, у меня сякая проблема, блядь, пиздец, я так заебалась, там, все плохо, вот. И еще, знаете, которые это говорят, ой, вот Катька-то да дура, а Светка-то там придурочная, а Ирка-то вообще долбоебщица какая-то, а вот Колян-то, ой, алкоголик там, вот бухает, такой тупой вообще, а этот там, он воняет, а этот там, то все 5-10. Ну, короче, вот всех засирают, да,
Вот, ну, вот, как бы так вот у них, если послушать их речь, то, ну, возникает ощущение, что как бы все долбоебы, да. Вот. Есть другая категория людей, которые наоборот, вы знаете, вот один полюс, да, и второй. Ой, Света, так прекрасно сегодня одета, погода на улице такая прекрасная, замечательная, вот, мне так нравится моя работа, мне так нравится вообще моя квартира, так хорошо, я вчера села, чайку себе налила, любимое печеньце взяла, ой, так хорошо посидела, фильм такой интересный смотрела, ой, вот такой фильм интересный, там и актеры такие хорошие, и все замечательно, вообще прекрасно. И... знаете, как, ну, где-то я то ли прочитала, то ли что, сейчас я попытаюсь, у меня сложно сейчас мысль такая, сформулировать ее как-то. В общем, ну да, вот это позитивное мышление, вот это вот всякая хуйня, позитивное мышление. И я в свое время вот знаете, как это, смотреть на там белую сторону. Я в свое время, у меня был период, когда я пыталась с точки зрения языка, именно речи, лексики, вот, в общем, то, что я говорю, с помощью того, что я говорю, чтобы из моих уст вылетали только вот эти вот положительные какие-то моменты, то есть вот типа... Там, знаете, вот все дерьмо вокруг, есть одна белая точечка, я скажу, ой, какая прекрасная белая точечка. Вот, и был у меня такой период, когда я пыталась быть вот этим, знаете, позитивно мыслящим человеком. К чему меня это привело? Ну, ни к чему хорошему, конечно, не привело. И... Я, честно, я затрудняюсь ответить вообще, почему я начала эту тему, но она у меня записана тут, типа, хорошие слова, иллюзия и выдумка. Ну, то есть, когда человек говорит, у меня, короче, очень какая-то зацикленность на словах. Ну, не то чтобы зацикленность, я очень большое внимание уделяю словам, и именно по этой причине, я считаю, мне, в принципе, удалось выучить, например, английский язык до неплохого весьма уровня, до очень хорошего уровня, потому что я очень внимательно отношусь к словам. Вот, и да, вот я, наверное, это про благодарность хотела сказать, что мне... не то, что стыдно там или как-то неприятно, мне конкретно непривычно, вот прям вообще непривычно благодарить. Вот я себя чувствую вот идиотом, долбоебом просто 80-го левела, когда я благодарю. Особенно, когда я благодарю за то, что мне кажется само собой разумеющимся. Например, ну, я не знаю, ну, как бы мне все кажется само собой разумеющимся, потому что у меня уже такая установка заранее, очень такая плотно сидящая в моей голове, что мне все должны. Потому что я, блядь, охуенная, вообще просто невъебенная. Невъебенная, охуенная, невъебенная, охуенная, охуенно невъебенная. Вот, и я не знаю, короче, как вам это объяснить, но... благодарность, наверное, вот, для меня, наверное, благодарность – это замечать вот это вот все хорошее, вот, и быть вот этим долбоебом, который, ах, какой прекрасный день, какая прекрасная погода, какое прекрасное солнце, какое прекрасное лето, какая прекрасная, как там, оранжевым ребятам оранжево поют, как вообще все прекрасно и замечательно вокруг, вот, и... Не знаю, кто-то что-то понял. Короче, не могу я благодарить. Ну, то есть я могу просто чисто фактически. Технически, точнее. Ну, и фактически, и технически, и как хотите. Вот, я вот даже вначале благодарю. Вот, да, вот смотрите, вот пример конкретный. Вначале я говорю большое спасибо, что смотрите мой канал. Сука, я ни хрена не благодарная абсолютно на эту тему. Вот. То есть я это говорю, потому что, ну, типа, это как бы, ну, так надо сказать, это
А то вдруг еще кто-то поймет, что мне на самом деле как бы, ну, типа, не то, что мне похуй, мне очень даже не похуй, но, типа, те люди, которые меня смотрят, для меня это очень мало. И не за что благодарить. Если бы меня смотрели миллионы, вот тогда бы я была бы благодарна, может быть. Вот. Но это не точно. Вот. А так, получается, я не знаю, и у меня такая вот в голове дилемма каждый раз, когда я говорю спасибо там, что вы меня смотрите, и у меня такое ощущение, знаете, что я вру, потому что, ну, спасибо это значит благодарность, а я-то не благодарна. Я как бы типа, в смысле я благодарна? Это вы должны быть мне благодарны, что я включила камеру, рассказываю вам тут истории, вообще развлекаю вас, вот. Вы должны мне быть благодарны, а я вам не должна. Почему? Потому. Да, вот именно поэтому. Вот. И как бы, ну, я же, типа, топлю за честность, поэтому я это честно говорю. С благодарностью очень большие проблемы. Вот. И, наверное, я не знаю, как сказать-то, типа, там, вот это позитивное мышление и негативное мышление. Я мыслю так, что, ну, негативно. Смотрю на черную половину, что типа вот, так мало зрителей, так мало комментариев, а адекватных комментариев еще меньше, а без ошибок еще меньше, а у которых есть что-то интересное еще меньше, а адекватных зрителей еще меньше. И знаете, вот в личке мне сегодня, я удалила, наверное, или нет? Короче, я же ковидом заболела и сделала сторис везде. В WhatsApp сделала сторис, в Инстаграме сделала сторис, ВКонтакте сделала сторис. В сторис было написано: угадайте, чем я заболела. И мне, значит, пишет ВКонтакте. Вот я реально благодарна за то, что, сука, он мне написал ВКонтакте, потому что ВКонтакте? Ну, как бы не всегда, конечно, но у него там были фотки, и я посмотрела вообще who is who, как бы, и все поняла. Значит, мужик, там, по-моему, у него указана дата рождения, лет 50, какой-то повар, спрашивает повара, какая твоя профессия? И он мне пишет в ответ на мою вот эту сторис, он мне пишет, угадайте, чем я заболела, он мне пишет: тупостью, жадностью. Я, значит, такая, типа, чё, иди сюда, сейчас давай поговорим. Пишу: нет, долбоебизмом. Он такой: я это давно знал. Я пишу: я рада, отлично, я рада. Вот, понимаете? Вот такие вот у меня зрители. И что я должна, блядь, писать кипятком и благодарить вот таких вот долбоебов, блядь, что они смотрят мои сторис и пишут мне хуйню, я должна быть за это благодарна? Не, ну, конечно, я все понимаю. Но это пиздец. Спасибо вам, дорогой зритель. Я даже не знаю, он смотрит мой канал на ютубе, но он за мной, короче, ВКонтакте фолловит. Вот, поэтому, если, дорогой повар, вы идентифицировали себя в этой истории, ну, как бы, я не знаю, что вам сказать. Если вы считаете, что я жадная и какая там тупая, ну, интересное мнение, спасибо за него, спасибо, что поделились, спасибо за вашу искренность, вот, спасибо за время потраченное, вот, как-то так, я не знаю, что я должна так благодарить, вот, или еще там, знаете, вот, кстати, вот этот вот пример, он такой... Он как бы, знаете, мимо проходящий, вот, но бывают товарищи, которые гораздо больше выбешивают меня своими комментариями, вот, и мне же тоже, у меня еще, знаете, такая ситуация, но это я сама себе ее придумала, как бы, ну, не то, что придумала сама себе, в общем, мне было сказано, что надо отвечать на все сообщения, которые приходят в комментариях на ютубе, я как дура теперь всем отвечаю. Вот, там нравится мне комментарий, не нравится мне комментарий, хочу я на него отвечать, не хочу я на него отвечать. Мне пришел коммент: Ольга Сергеевна, извольте сесть и что-то ответить. Вот, в принципе, я особо не заморачиваюсь, я иногда читаю по диагонали, вот, потому что мне как бы...
ну, просто похуй, честно говоря, вот, что там кто, ну, не что там кто написал, а некоторые люди, вот, на их комментарии мне как бы сильно похуй, потому что я знаю, что конкретный человек, он будет писать какую-то хуйню, вот, еще знаете, тут что такой момент, у меня, значит, такой к вам вопрос. Ну, я знаю, вы игнорируете мои вопросы, поэтому, как бы, вопрос, так сказать, вообще хуй пойми к кому. К самой к себе, ладно, просто я разговариваю сама с собой. Значит, есть такие люди тоже, категория людей, которые считают, что вокруг них одни дураки. Вот, ну, долбоебы там, и все, вот они самые умные. У вас есть такое? Вот скажите, пожалуйста. Проверка, знаете, на идентичность. Насколько мы с вами соответствуем по каким-то ценностным моментам. Я могу точно сказать, что у меня есть. Особенно меня выбешивают люди, которые проявляют невежество в какой-либо ситуации, да, и пытаются там что-то свою какую-то точку зрения высказать. Вот, я думаю, ну почему я должна слушать этот бред? Вот, например, кстати, вот почему еще меня так бесило английским заниматься, потому что человек приходил и начинал транслировать мне, либо вообще вслух ртом проговаривать какие-то свои, значит, там понимания, как надо учить английский. Меня это просто настолько выбешивало, это просто пиздец. Блядь, ты ко мне пришел, я тебе буду давать задания, ты будешь выполнять эти задания, у тебя будет прогресс. Если, блядь, ты будешь мне тут свою демагогию разводить, а вот я это читал, а я вот слышал такой метод, вот иди тогда к родоначальнику этого метода, а мне мозги не еби своей какой-то типа, а вот я это, а вот я то, как меня, сука, это выбешивало. Еще тут такая какая-то непонятная история, в общем, у меня почему-то два человека, вот, по-моему, один вчера, другой сегодня, написали мне по поводу занятия английским, я не знаю, в честь чего и почему вдруг. Одни написали в Инстаграме, другие написали в WhatsApp, вот, но в одном случае там, по-моему, ребенок слишком маленький, вот, а в другом случае, я так поняла, их цена не устроила, вот, но мне, в принципе, как бы... Не знаю, что сказать, похуй, не похуй, вот, я бы, там вот на Держон, кстати говоря, обещал посмотреть, let me see, вот, потому что я говорю, вот с тобой я бы готова была позаниматься, потому что, ну, человек меня знает, человек знает мои все особенности, человек все обо мне знает, и меня это очень устраивает, вот, я думаю, что, ну, мы могли бы хороший прогресс сделать, но я как бы тоже как человек с опытом вижу препятствие большое, огромное в виде его работы, потому что работа занимает большое количество времени, еще надо спать, еще надо время проводить с семьей, а английский тоже просто требует времени, ну, чтобы им заниматься. Вот, соответственно, в этом сложность есть, конечно. А так мы, так сказать, общий язык, мне кажется, нашли. Ну вот, я ему написала, что, типа, я готова позаниматься, если есть такое желание. Он такой, он написал, он такой, раз такой. Я такая, а он такой. В общем, он написал, что что-то там let me see, трали-вали. Ну, все, короче, все смотрит там что-то куда-то. Созерцает, видимо. Созерцает, вагончики вот так вот двигаются. Английский учится, пока он там смотрит. Вот, ну, короче, я точно знаю, что я готова заниматься английским, вот точечно, там, взять, не знаю, 2 человека, но это должны быть люди, которые придут ко мне по дикой рекомендации, в том плане, что они должны дико мне доверять. Если, блядь, начнется какая-то хуйня из серии, блядь, а я читал про метод Илоны Давыдовой, блядь, иди к Илоне Давыдовой, от меня отъебись. Я не собираюсь, блядь, я не знакома с методом Илоны Давыдовой. Вот я, блядь, вообще нихуя не знаю, что она там придумала. И мне как бы похуй. Вот, и я не себе, если кто-то считает, что я там педагогически не развиваюсь, там, или еще что-то, то, блядь, я не педагог нихуя. Я просто человек, блядь, который выучил английский и готов помочь другим, и у меня неплохо получается объяснять. Все, точка. Я, сука, не педагог.
потому что просто пиздец с этим английским, да, и вот когда человек, который просто в полном, короче, в полном каком-то состоянии невежественности пребывает и начинает мне что-то втирать, вот это меня просто выбешивает. Вот, я думаю, блядь, ну ты же такой долбоеб, ты даже не представляешь, насколько сильный ты долбоеб. Вот, последний раз была такая ситуация с Виталием, да, который я вам рассказывала. В общем, он мне пытался что-то втирать, объяснять, чем проституция отличается от эскорта. Ёб твою мать, эксперт нашелся. Господи, я сидела это слушала, и просто у меня закипал мозг внутри, потому что он сидел, и человек, ну, в полной уверенности, что он, короче, вот прав, что он знает. Как будто, блядь, он сам, я не знаю, работал в какой-то сфере, либо, точнее, он успел поработать в обеих сферах, потому что он так классно разбирается и в первом, и во втором, вот, и имеет право свою варежку, короче, разевать и что-то там, блядь, втирать. Ой, пиздец, вот, поэтому я говорю, что мне тяжело общаться с людьми, потому что если я начинаю какую-то хуйню говорить, у меня закипает мозг, мне плохо становится. И я очень завидую людям, которые могут это вот, знаете, как вагоны мимо себя пропускать. Вот, я так не могу, у меня нет такой суперспособности, потому что я внимательно отношусь к тому, кто что говорит. И вот еще примерчик могу вам привести с моей мамой. Женщина, она у меня уникальная. Ну, каждый человек уникален. А моя мама вот уникальней всех уникальных. Значит, я не знаю, стоит ли говорить, что по гороскопу она близнецы, но то, что всю жизнь прослеживалась такая тенденция, я ей что-то спрашиваю, ее что-то, либо прошу о чем-то, первый ответ, который я слышу, это всегда нет. Вот, очень часто меня такие ответы расстраивали, потому что когда я была маленькая, там это было, можно я пойду на дискотеку? Нет. А можно я там то-то, сё-то? Нет. Вот, сейчас тоже я что-то у нее там прошу, вот, ты можешь мне там дать вот это? Нет. А ты можешь там сходить там туда-то? Нет. Вот, и у нее всегда идет нет. Вот, я этого долгое время очень не понимала, а потом мне сестра объяснила, в чем фишка, то, что потом проходило какое-то время, и нет превращалось в да. То есть, типа, ой, ну ладно, я там подумала, типа, нормально, ок, типа, давай. Ну, да, я схожу, куплю. Я вот сейчас собираюсь как раз в библиотеку, она у нас в библиотеку ходит, книжки берет для этого, для моего племянника, для своего внука. Вот, она вообще такие интересные места посещает, музеи посещает. Я на нее смотрю, господи, музеи как посещает. В принципе, Андрей Малахов тоже музей посещает, только современного искусства. Ну, в общем, короче, возвышенная натура, музей посещает. Вот. И, короче говоря, о чем как бы разговор, это о том, что я что спрашиваю, она мне говорит нет, я сразу расстраиваюсь, потому что, ну как нет, это ужасно, нет, это значит травма отверженности, травма покинутости, меня никто не любит, я никому не нужна, меня никто не понимает, бла-бла-бла, жизнь дерьмо, какой ужас, мать родная, тра-та-та. Вот, и потом мне сестра говорит, а ты типа подожди просто, ты, ну ты же знаешь, что она сейчас у нее там загрузится информация, вот, и типа все будет ок. Вот, и с тех пор я пользуюсь этим лайфхаком, вот, потому что я знаю, что сначала нет, а потом да. И из-за этого... Так, я вообще запуталась, почему я начала эту историю рассказывать. Ну, короче, это все о том, как мне тяжело... да, мне было очень тяжело воспринимать это нет. Потому что я, если мне сказали нет, я понимаю, что это нет. А потом... А у нее, знаете, как... Потом нет превращается в да. И просто у меня так не бывает, я так не делаю. Ну, в смысле, это может случиться, но не так часто. А у мамы это какая-то такая 99% случаев. Ну, то есть такое вообще у каждого может случиться, когда человек меняет свое мнение. Правильно? Правильно. Вот, но у мамы, у нее первая реакция нет, всегда нет. Что бы я ни сказала, блядь, мама, давай я тебе дам там $100. Нет. А зачем? А почему? Тра-та-та, тра-та-та. 1000 вопросов всяких будет. Вот, на которые уже ты думаешь, все, до свидания. До свидания. Мой любимый город. Я почти попала в хроники твои. Так, в общем-то, дорогие друзья, так неспешно, замечательно и прекрасно мы с вами пробазарили 40 минут. Вот.
В общем, с благодарностью у меня, да, большие проблемы. Меня в детстве либо не научили благодарить, либо я не знаю, этому можно научить как-то. В общем, если у кого-то есть советы по поводу того, как научиться быть благодарной, искренне, а не вот это вот, блядь, какой прекрасный день, какой прекрасный я, и логика моя, или кто там моя. Вот. Ну что ж, дорогие друзья, все, нажимаю красную кнопочку. Да, вот такой у меня сегодня макияжик. Вот, с хайлайтером, конечно, видите, вот хайлайт, видите? Губы такие я сделала, ну, знаете, просто для разнообразия. Мне вообще этот цвет не очень нравится. Вот, у меня как бы, ну, он просто такой, типа, не заюзанный. Вот, а еще у меня есть вот такой вот блеск замечательный, он вообще классный. Тут даже можно увидеть эти просветы, потому что я его почти весь уже закончила, он мне очень нравится, такой он вроде как бы, как вроде есть, а вроде и нет. Мужчины, вам, наверное, тоже очень интересно. Вот. Алиэкспресс рулит. Вот, дорогие друзья. Вот, кстати, сейчас жду от них резиночки, пружиночки резин. Не те резиночки, про которые вы подумали, может быть, а пружиночки. Вот, жду. Так что вам привет из самоизоляции. Привет отдельный от моей загипсованной ноги. Вот такие у меня новости. Ну что, все, прощаемся. До свидания.